За развитием этого бурного романа без преувеличения наблюдала вся Индия. Он был ослепительной звездой Болливуда, человеком, давно связанным узами брака и воспитывающим 4 детей. Она – молодая, перспективная актриса, которая как раз готовилась к свадьбе с очень завидным женихом. Однако случайная встреча на съемочной площадке спутала все карты. То, что началось как рабочий процесс, переросло в одну из самых громких и обсуждаемых историй любви в истории кино. Вместе они прошли путь длиною более 40 лет, создав не просто крепкую семью, но и став самым коммерчески успешным дуэтом в индийском кинематографе. Но почему же их союз вызвал такой грандиозный скандал? И какую цену пришлось заплатить окружающим за их счастье? О том, как влюбленные буквально поломали несколько чужих судеб ради своей любви, мы расскажем прямо сейчас. В 1975 году на экраны вышел один из величайших боевиков Болливуда «Месть и закон». Этот приключенческий карри-вестерн обрел оглушительный успех на родине, а затем покорил весь мир. Картина стала эталоном индийского кино, собрала множество престижных наград и принесла создателям многомиллиардную кассу. Публика с замиранием сердца наблюдала за лихо закрученным сюжетом. Драки, погони и перестрелки держали в напряжении до самого конца. Но особый трепет вызывали романтические сцены. Уже тогда многие догадывались, что нешуточные страсти между главными героями кипят не только под светом софитов, но и в реальной жизни. А началось все за 5 лет до премьеры этого культового боевика. Молодая актриса и наследница богатого рода Хема Малини, чья мать была успешным кинопродюсером, пришла на съемки фильма «Красивый и упрямый». Девушке досталась главная роль, а ее партнером стал Дхармендра, талантливый артист, уже имевший за плечами опыт в нескольких крупных проектах. Симпатия возникла мгновенно, однако тогда сблизиться влюбленным не довелось. Мешала внушительная разница в возрасте – 13 лет. К тому же Хема уже была помолвлена, а Дхармендра был официально женат и воспитывал 4 детей. Я чувствовала, как меня неудержимо тянет к нему, но признаться в этом себе и окружающим было выше моих сил. Разум подсказывал мне, что роман с женатым мужчиной – это путь в никуда, у которого нет будущего. Однако судьба распорядилась иначе, обстоятельства раз за разом сводили нас вместе, и разорвать эту связь оказалось невозможно. То, что на съемочной площадке поначалу казалось просто теплым дружеским общением, незаметно переросло в глубокую и всепоглощающую привязанность, так спустя годы описывала свои чувства Хема Малини. В том же году актриса заключила контракты на съемки в целом ряде картин, где ее партнером вновь должен был стать Дхармендра. Работа над фильмами «Новые времена», «Любимый Раджа», «Светлячок» и легендарной лентой «Зита и Гита» принесла свои плоды. Их творческий союз стал настолько тесным, что скрывать взаимные чувства от окружающих стало просто невозможно. Ради того, чтобы провести лишнюю минуту рядом с возлюбленной, Дхармендра нередко пускался на хитрости. Он подкупал техников на съемочной площадке, например, договаривался со светителями, чтобы те специально портили кадр в романтических сценах. Из-за ошибок со светом приходилось снимать дубль за дублем, что давало актеру возможность лишний раз обнять Хему или коснуться ее руки. Однако на пути к их счастью стояли серьезные препятствия. Главным из них была законная жена актера. Дхармендра связал свою жизнь с девушкой по имени Пракаш Каур, когда ему не исполнилось еще и 20 лет. Ту свадьбу организовали родители, следуя традициям. За годы совместной жизни у них родилось 4 детей, и со стороны их брак казался нерушимым, ровно до тех пор, пока в жизни актера не появилась Хема. Но даже когда тайное стало явным, Пракаш наотрез отказалась давать мужу развод. Тем временем в доме семьи Малини обстановка накалялась. Родители Хемы и слышать не хотели о ее связи с несвободным мужчиной. Конфликт зашел так далеко, что мать практически оборвала общение с дочерью, а отец начал спешно искать для наследницы более подходящую партию. Одним из главных претендентов на руку красавицы стал актер Санджив Кумар. Пытаясь завоевать ее сердце, Санджив попросил своего коллегу Джитендру замолвить за него словечко. Однако судьба сыграла злую шутку. Джитендра сам пал перед обаянием Хемы и, недолго думая, предложил ей стать его женой. К огромному удивлению окружающих, девушка ответила согласием.
Но надеждам родителей на спокойный брак не суждено было сбыться. В лучших традициях болливудского кино свадебную церемонию прервало внезапное появление Дхармендры. Он ворвался на торжество и буквально из-под венца увел свою возлюбленную. Для Санджива Кумара этот отказ стал роковым. Не сумев справиться с болью от неразделенного чувства, артист начал искать утешение в алкоголе. Спустя несколько лет он ушел из жизни в полном одиночестве. Ему было всего 47 лет. Годы шли, а скандальный роман главных звезд Болливуда оставался главной темой для обсуждений. Пока «Фабрика грез» штамповала один фильм за другим, зарабатывая миллиарды на непристойном дуэте, сами влюбленные жили в постоянном напряжении. Желтая пресса неустанно смаковала подробности их личной жизни, лишая покоя обе семьи. Тупик казался вечным, и никто не верил, что эта запутанная история когда-нибудь найдет свое решение. В 1978 году затяжной семейный конфликт обернулся трагедией. Сердце отца Хема не выдержало бесконечных переживаний, и он скончался от инфаркта. Лишь после этого печального события Дхармендра решился на отчаянный шаг, о котором мечтал долгие годы. Чтобы обойти закон, он обратился к брахманам, духовным наставникам, чьи древние традиции в исключительных случаях допускали многоженство. Получив их благословение, актер наконец смог взять Хему в жены. Их свадебная церемония была тихой и скромной, в кругу лишь самых преданных людей. «Я просто чувствовала, что рядом с этим человеком я по-настоящему счастлива. Это все, к чему я стремилась обрести свое счастье», признавалась Хема спустя много лет. Удивительно, но даже консервативная индийская публика в итоге приняла этот союз. Со временем у пары родились две дочери, Иша и Ахана, которые продолжили семейную династию, посвятив себя искусству кино и танца. Их последняя работа «Острый перец в Шимле» вышла в 2020 году. Дхармендра до конца дней заботился об обеих семьях. 24 ноября 2025 года актер скончался у себя дома в окружении близких. Причиной смерти стали возрастные недомогания.